Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». Вы часто спрашиваете, что же съесть для того, чтобы похудеть. И я, кстати, как никто другой, знаю, что же действительно нам нужно есть на завтрак, обед и ужин для того, чтобы наш вес снижался, и мы себя отлично чувствовали. Почему? Потому что в 2017 году я весила огромные 120 килограммов. Сейчас вы можете убедиться в этом, увидев фотографии. Поэтому для того, чтобы вам было проще и нагляднее, и как напоминание для тех, кто уже питается по нашему методу, я снимаю вот такое меню на день, покажу, что я ем на завтрак, обед и ужин, и поделюсь с вами, как всегда, простыми, вкусными рецептами из самых обычных продуктов. И вы поймете, что снижать свой вес, это не значит, что вам нужно давиться гречкой и еще чем-то, что вам совсем не хочется, а можно питаться вкусно, разнообразно и получать такие результаты, как, например, у меня. Начинаем! Один из лучших завтраков просто для всех людей, не только для тех, кто снижает свой вес, это творог. У меня здесь 150 граммов творога, 9% жирности, это на одну порцию. К творогу я добавляю 3 столовые ложки домашнего йогурта. Вы можете использовать сметану, простоквашу, ряженку или даже кефир. Наш творог будет необычайно вкусным. Добавляю 2 чайные ложки какао. Это один из любимых завтраков моей старшей дочери. А теперь с помощью блендера превращаем все во вкусную творожно-шоколадную массу. Отправляем нашу творожно-шоколадную массу на тарелку. Кстати, если вы не так, как я, любите какао, то можно добавить 1 чайную ложечку какао. Я люблю насыщенный вкус, поэтому добавляю 2 чайные ложки. По сути, у нас с вами получился творожный шоколадный крем. Теперь, чтобы было еще вкуснее, добавляю кокосовую стружку. Этому меня научила дочь. Я теперь ем творог постоянно с кокосом. Приходится его часто покупать. И я люблю добавить еще кунжута. Это вкусно и полезно. И добавляю чайную ложечку меда. Мне такого количества достаточно. Ну а теперь давайте узнаем, сколько весит мой красивый и вкусный завтрак с творогом. 263 грамма. Напоминаю, что это уже вес без тарелки. Вот один из тех завтраков, которые я так люблю. Готовится очень просто, быстро и, что немаловажно для нас, дает отличную сытость. Меня творог замечательно насыщает. Если вам нужно больше идей, то их есть у меня. Вот здесь появится плейлист, целый плейлист с завтраками разнообразными, на любой вкус и под любое настроение. Выбирайте то, что вам нравится, и готовьте себе вкусный и полезный завтрак. А теперь давайте приготовим с вами вкусный, простой обед, как всегда из минимального количества ингредиентов, и готовить мы будем все в одной кастрюльке, потому что вы знаете, я немного ленюсь и лишнюю посуду никогда не пачкаю. Начинаем! Для нашего супчика нам понадобится 1 луковица. Я ее нарезаю меленьким кубиком. В кастрюльку я уже добавила 2 столовые ложки растительного масла. Оно нагрелось. Загружаем туда наш лучок, пусть золотится. Еще у меня есть 2 красивые морковки. Я их натираю на крупной терке. К золотистому лучку добавляем морковку, натертую на крупной терке. Вот так морковки много, не переживайте, она в процессе приготовления ужарится. Перемешиваем овощи для того, чтобы они прогревались равномерно. Теперь перчу, для того, чтобы от перчика остался аромат. И еще разок хорошенечко все перемешиваю. Еще у меня есть 3 средних картофелины. Картофель нарезаю мелко, для того, чтобы он быстрее сварился. Как вы видите, лук и морковка значительно уменьшились в объеме. Отправляем картофель. Наш супчик будет густым, потому что он у нас будет без мяса. Следом добавляю 50 граммов длиннозерного риса. Я его, конечно же, предварительно промыла. Заливаю 200 мл молока для того, чтобы наш суп имел насыщенный вкус, практически сливочный получится. Если вам нужен постный вариант, добавьте просто воду. Воды я добавляю пол-литра. Кастрюля у меня общим объемом 2 литра. Сейчас я все немного перемешаю, для того, чтобы наш супчик варился равномерно и все прогревалось хорошо. Теперь суп накрываю крышкой, прибавляю огонь до среднего, жду, пока он закипит, и после закипания варю на медленном огне около 15 минут. 15 минут прошло, наш супчик готов, я его солю по вкусу и превращаю в суп-пюре с помощью блендера. Наш красивый, ароматный, очень густой супчик-пюре готов.
из самых обычных продуктов, как вы видите, ингредиентов минимальное количество. По вашему вкусу вы можете добавить тыквы, или у вас есть замороженные либо свежие грибы. В общем, вариаций такого супа огромное количество. Самое главное, обязательно включайте вашу фантазию. И, конечно, всю эту красоту нужно обязательно посыпать зеленью. Будет вкусно, полезно и красиво. Вес моей порции супа на обед 388 граммов. Теперь быстренько отвечу на самые часто задаваемые вопросы. Очень много вы их задаете именно по поводу обеда. Да, я ем на обед только суп. Суп я ем без хлеба. Хлеб, кстати, мы печем сами. Ссылка появится вот здесь. Домашний простой вкусный рецепт. Печем сами и едим его 1-2 раза в неделю на завтрак. Суп, в общем, ем без хлеба. Многие пишут о том, что не чувствуют насыщения после супа. А на самом деле просто нужна привычка. И попробуйте мои рецепты, они очень сытные. Если вдруг вы съели порцию супа, а сытость к вам не пришла, то съешьте еще полпорции, либо даже целую порцию супа, потому что суп достаточно безопасное блюдо, тем более, что едим мы его в обед. Надеюсь, что я максимально раскрыла ответы на самые часто задаваемые вопросы. Если они у вас остались, пишите в комментариях под этим видео. Я стараюсь всегда отвечать на все ваши вопросы. А теперь давайте все-таки приготовим ужин. У меня килограмм куриной грудки. Филе я нарезаю такими крупными кусочками, где-то по 3 сантиметра, для того, чтобы кусочки филе остались сочными. Кстати, включите духовку скорее на 200 градусов. В миске у меня 400 грамм замороженной капусты брокколи. Отправляю туда куриное филе. Как всегда, самые простые рецепты, самые вкусные. Поливаю все это соевым соусом. Перчу. Ни масла, ни соли я добавлять не буду, мне вкусно и так. Теперь все перемешиваем. И пока у меня духовка разогревается до 180 градусов, брокколи и курочка будут мариноваться в соевом соусе. 10 минут прошло, духовка уже почти разогрелась. Один кончик рукава для запекания я уже завязала на вот такой красивый бантик. Теперь шуршащими движениями раскрываю рукав и с помощью ложки загружаю туда нашу курочку и брокколи. Вот такая красота получилась. Еще немного шуршания. Завязываю рукав завязочкой со второй стороны. И теперь с помощью зубочистки делаю 3-4 отверстия. Все готово к отправке в духовку. Отправляю на 180 градусов. Духовка уже разогрета. Готовиться будет полчасика. Полчаса уже прошло. Наш замечательный, простой, вкусный ужин без каких-то лишних вообще абсолютно движений, приготовлений готов. Достаем его из духовки и смотрим, какая красота получилась. Вот так аппетитно все выглядит. Сейчас аккуратно разрежу рукав. Не забываем про то, что там внутри горячий пар. И смотрим на нашу курочку и запеченные замечательные брокколи. Вот такая красота. Обратите внимание, что курочка получается сочная, совсем не сухая. Давайте отправлять ее на тарелку. Отправляем нашу аппетитную курочку вместе с брокколи на тарелку. Так что гарнир нам готовить не надо, об этом мы уже позаботились, просто отправив все вместе в рукав для запекания. Вес моего аппетитного, полезного и простого ужина 339 граммов. Кстати, вы часто спрашиваете о том, делаю ли я перекусы. Конечно, делаю по желанию, по наличию аппетита. В основном это самые обычные фрукты, яблоки, бананы. Почему? Потому что это очень удобно и они всегда доступны. Помыл, положил в рюкзак, либо съел дома. В общем, мне это подошло больше всего. Самый удобный и простой перекус. Как всегда, самое простое решение, самое лучшее. Еще напоминаю, что мои часы питания это 8 часов утра завтрак, 2 часа дня обед и 8 часов вечера. За 3 часа до сна я ужинаю. Еще у меня бывает большое количество овощей, просто сегодня они все кончились, поэтому, собственно говоря, я и приготовила курицу сразу с брокколи, чтобы у меня было и овощное блюдо, и гарнир. Я искренне надеюсь, что сегодняшнее мое меню на день будет служить для вас ориентиром и поможет наконец наладить ваш режим питания, составить меню для себя, для того, чтобы снижать свой вес, расставаться с лишним жиром этой весной и просто отлично себя чувствовать. Как всегда, жду ваши комментарии и отзывы под этим видео.
Если это видео было для вас полезным, поставьте, пожалуйста, лайк. Мы стараемся над каждым видео и всегда работаем на позитиве, вы об этом знаете. С вами была весенняя Мария Мироневич и мое весеннее меню. Я желаю всем любви, добра и разнообразия.